Какой десерт приготовить начинающему кондитеру так, чтобы он готовился быстро, просто, легко, имел эффектный внешний вид и поразительный вкус? Конечно же, яблочный зефир, приготовленный по заварной технологии. Заварной метод – это упрощенная технология приготовления зефира, и она обычно получается у всех, даже у новичков, которые никогда не готовили зефир. Также она подходит и опытным кулинарам. У заварной технологии есть замечательное, просто прекрасное свойство. Зефир, приготовленный по заварному методу, стабилизируется крайне быстро, можно сказать, моментально. И, друзья, для вас будет приятным сюрпризом то, что я вам дам рецепт с минимальным содержанием сахара. Друзья, приветствую вас на канале Записки пользователя, или вы гениальный кулинар. Меня зовут Пульхерия. Итак, друзья, приступаем. Для приготовления яблочного зефира по заварной технологии нам понадобится 250 граммов яблочного пюре. И причем нам не важно, насколько оно будет жидкое или густое. 2 порции сахара. Одна порция на 280 граммов, другая порция на 90 граммов. 90 граммов белков и яиц, 12 граммов агар-агара, щепотка соли и щепотка лимонной кислоты. Опционно нам нужны будет ванилин, кокосовая стружка. Для получения яблочного пюре нам понадобятся зеленые, твердые, кислые яблоки, но ароматные. Разрезайте на половинки, удаляйте семена и запекаете до мягкости в микроволновой печи или в духовке. Затем пробиваете блендером. При необходимости протрите сквозь сито. Также нам понадобится большой кондитерский мешок, не менее 40 сантиметров, из прочного материала. В мешок надо вставить насадку «Звезда». Самые популярные насадки 1М, 1Б. Выбирайте любую на свой вкус. В сотейник добавляем 100 мл воды и весь агар-агар и ставим на плиту. Нагрев плиты немного выше среднего. Агар-агар непрерывно размешиваем и ждем образования геля. Наш агар должен превратиться в гель. Как только агар-агар превратился в гель, тут же добавляем сахар, порцию, в которой 280 граммов. Быстро размешиваем сахар, мешаем непрерывно, дожидаемся его закипания. Сахар у нас закипел, теперь мы добавляем все яблочное пюре, размешиваем его и дальше будем непрерывно мешать, но уже сейчас мы можем включить миксер. В чашу миксера мы добавляем белки яиц, соль и лимонную кислоту. И у нас осталась порция сахара в 90 граммов. Добавлять мы ее будем немного позже. Ставим взбивать белки яиц. Как только мы взобьем белки яиц до легкой пены, сразу же начинаем добавлять по 1 столовой ложке сахар. Вмешав 1 ложку сахара, добавляем 2 и так далее. Поэтапно добавляем весь сахар и дальше продолжаем взбивать белки яиц с сахаром. Яблочное пюре с агаром и сахаром мы варим при нагреве плиты средней или чуть ниже средней. И не забываем мешать сироп и яблочное пюре. До какого состояния нужно взбивать белки яиц? Проведите следующий тест. Переверните чашу со взбитыми белками вверх ногами. И из чаши у вас не должно ничего выпадать. Это говорит о том, что белки достигли состояния пиков. Кроме этого, белки яиц должны замотаться за венчик, а клюв не должен опадать. Сироп из сахара, агара и яблочного пюре мы варим до температуры 104 градуса Цельсия. Белки к этому моменту уже в готовом состоянии, но продолжают взбиваться. Достигнув температуры 104 градуса Цельсия, снимаем сироп с плиты и заливаем взбивающиеся белки. Миксер работает на скорости 2/3 от максимальной. Льем не широкой струйкой и не попадаем на венчик. После этого включаем миксер на полную мощность и взбиваем
до остывания чаши миксера примерно до 50 градусов Цельсия. Далее добавляем кокосовую стружку и взбиваем еще 30 секунд. Зефирная масса уже готова к отсадке. Перекладываем ее в кондитерский мешок. Я ее подкрасила пищевыми красителями. Делать это не обязательно. Температура стабилизации зефира 40 градусов Цельсия. Поэтому мы действуем достаточно быстро, но не суетимся. Теперь зефир отсаживаем в виде завитков, делая один завиток, сверху другой, и можно даже сделать третий. Затем перестаем давить на мешок, укладываем хвостик и убираем в кондитерский мешок. Далее переходим и делаем вторую штучку зефира и так далее. Теперь я оставлю зефир на стабилизацию буквально на 1 час. Но, друзья мои, время стабилизации индивидуально и зависит оно от температуры и от влажности. Если у вас в помещении высокая влажность, слишком высокая температура или низкая, то процесс стабилизации замедлится. У меня уже прошел 1 час, и зефир стабилизировался. Его можно уже снимать и оформлять. Часто меня спрашивают, надо ли, обязательно ли зефир посыпать сахарной пудрой? А если посыпать сахарной пудрой, то когда, через какое время это необходимо сделать? Все ответы на эти вопросы, а также многое другое вы можете увидеть в расширенной эксклюзивной версии этого видео, которое будет опубликовано на моем канале на платформе Boosty. Там же вы можете посмотреть практически все видео, которые есть на моем YouTube канале. Часть видео в эксклюзивном расширенной версии с дополнительной информацией, в которой вы узнаете много нового и необходимого. Вы можете поддержать мой канал, оформив подписку на Boosty, а также посмотрев видео, или же сделать донат. Донат принимается из всех стран мира и в любой валюте. Кроме этого, на Boosty часть видео открыта для всех и совершенно бесплатны. Что может быть лучше этого изысканного десерта? У него простой рецепт, мгновенная стабилизация и минимальное содержание сахара. Не все понимают, что значит минимальное содержание сахара, ведь зефир состоит практически из одного сахара. На это количество белка и количество яблочного пюре по нормативам надо 800 граммов сахара. Я же вам даю в 2 раза меньше. Уменьшать это количество сахара уже нельзя, потому что не будет стабильности. Превосходный, изумительный вкус у этого яблочного зефира. А в варианте с кокосовой стружкой я считаю это одним из самых вкусных зефиров. А какая у него структура? Очень нежная, воздушная, но в то же время упругая. Друзья мои, я вам советую приготовить этот зефир, и я знаю, что он у вас получится, потому что вы гениальны. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. С вами была Пульхерия, и мы встретимся в новом видео. Пока-пока!